То, что для нас в понедельник в Киеве стало полной неожиданностью, массированная ракетная атака россиян по центру мирного города, то здесь, в этом городе, в Днепре, такая повседневность уже больше, чем 2 года. Город Днепр гораздо ближе к линии фронта, чем Киев. Туда на восток, если пойти, то, наверное, километров 170 по прямой будет до Донбасса. На юг до Работина, где россияне, как вы знаете, вчера стало известно, расстреляли 2 наших пленных, примерно 120 километров. Но и сам город Днепр постоянно подвергается ракетным обстрелам, потому что россияне могут применять против него и С-300, и все что угодно. Да вот, собственно, смотрите. Вот я только что вышел из поезда, и сразу первое, что вы можете видеть, вот он. Это центральная, одна из центральных, вокзальная площадь города Днепр. Вот так она выглядит после российского ракетного удара. Вот это разрушение, по-моему, если не ошибаюсь, днепровцы меня поправьте, по-моему, апрель этого года сюда прилетели ракеты. И было вообще не раз удары, когда гибли десятки людей в Днепре от ракетных ударов Российской Федерации. Но город продолжает жить, работать, производить оружие на Южмаше, ракеты наши, украинские. А уж что будет после войны? Вау! Да здесь будет столица ракетостроения НАТО, по крайней мере, европейской части. Нам же надо будет производить огромное количество средств ПВО, ракеты для патриотов и все такое, потому что та российская дикая варварская территория, которая здесь совсем рядом, она ж никуда не денется, и атаки из нее нужно будет продолжать отражать, и все это будут делать жители Днепра, имеется в виду производить эти ракеты здесь, в центре инженерии, в центре космических ракет и военных, конечно, тоже. В общем, приветствую всех из Днепра, приветствую, конечно же, жителей Днепра, рад у вас побывать. Здесь сегодня плюс 36, а в Вашингтоне плюс 40 миллиардов долларов, которые нам выделили на следующий год на оборону. Не зря я вчера, помните, зачитывал вам статью из, по-моему, это было Нью-Йорк Таймс, да? О том, нет, это было, по-моему, с сайта CNN, о том, что да, мол, в Вашингтоне жарко, а в 5000 километрах от Вашингтона еще жарче. Действительно, подтверждаю, еще жарче. Сегодня посмотрю, да, здравствуйте. Как видите, в Днепре меня тоже знают, узнают. Спасибо. Кто еще не знает, подпишитесь на канал Шительман, чтобы не пропустить, как завтра я расскажу о своих впечатлениях. Потому что пока что я только что вот с утра приехал. По дороге, конечно, много военной техники, потому что фронт здесь рядом, вся она идет на фронт. И это радует. И много военных наших, конечно. Полный поезд. Ну а мы переходим к настоящему уже обзору событий сегодняшнего дня. 11 июля 2024 года. Вы смотрите Шительман за сегодня. Особенно те, кто подписался и поставил лайк этому видео. А теперь прочту вам 2 текста. Первый комичный, поэтому с комментариями. Второй трагичный, поэтому вообще без них. Из дневника Дмитрия Анатольевича Медведева, второго человека в России. Я не шучу сейчас, это действительно его запись в его телеграм-канале. Она, я думаю, пригодится. Пригодится для мирных усилий, Орбану, еще всем миротворцам этого мира посвящается этот вчерашний пост Дмитрия Медведева. Зачитываю. Пойдет ли на переговоры богомерзкий клоун и бывший президент бывшей Украины? Казалось бы, вопрос риторический. Почти все сходятся в том, что безмерно раздутое тщеславие скомороха, это он про президента Украины так, угрозы со стороны радикальных нацистов и поддержка Запада делают этот сценарий практически нереальным. Значит, во-первых, как видите, Дмитрий Медведев пишет, оказывается, такие тезисы в газете «Коммерсант». Это я сейчас сообщаю для некоторых послов стран западного мира свободного, которые продолжают давать интервью газете «Коммерсант». Немедленно прекратите. Там Медведев публикуется. С тех пор мало что поменялось. В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость продажной украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу. Хорошо. Вопрос в том, выгодно ли это России. Вот, вопрос. Короче, выгодно ли России, чтобы скоморохи прекратили войну? Полагаю, что категорически нет, говорит Медведев. Наша страна на разнообразных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам. Только на наших же условиях. На наших же.
наши же переговоры на наших же условиях, тогда и разговаривайте с собой же. Ну, логично, же. Товарищ Медведев, же. Логично, что если условия ваши, площадки ваши, так и разговаривайте с собой же. Значит, дальше. Они просты. Признание итогов СВО, зафиксированных Конституцией России, отказ от приема бывшей Украины в Альянс. Последний раз об этом говорил президент России, выступая в МИДе. Натовцы и Зеленский с порога отвергли это предложение. Это мы все знаем без него. А вдруг, говорит, возьмут и примут. В таком случае нам необходимо быть максимально осторожными. Почему? То есть, если вдруг мы согласимся подарить им 4 области, то они, россияне, должны быть осторожны, говорит Медведев. Осторожны, бойтесь украинцев, дары приносящих. Первое. Сами переговоры до момента ярко выраженного намерения киевского режима капитулировать будут лишь передышкой для врага в целях пополнения военного и людского потенциала. Мы с ними затянем переговоры, а сами потом. Второе. Декларации Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ни к чему не приведут. Я уж не говорю, что нынешние преступники вряд ли их когда-нибудь сделают. А вот тут прав Медведев. Мы можем им пообещать, что мы не вступим в НАТО, а сами вступим в НАТО, и что они сделают? Это наш выбор. Свободная страна, свободные люди. Власть в Украине принадлежит народу, он не будет спрашивать, что там Россия хочет, правильно? Третье. Если все же произойдет первое и второе, в Киеве быстро начнется новый, третий, кровавый Майдан, который сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальной. Подождите. И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров. Вот, видите? То есть вот Медведев хочет договариваться все-таки с шталмейстерами. Помогать явным экстремистам, Западному альянсу будет гораздо сложнее. К тому же придется открыто признать, что сотни миллиардов денег налогоплательщиков пошли прахом. Ну, дальше там пока читать не буду, слишком долго. Так. Но на руинах сохранившейся части Украины возникнет умеренный политический режим. Но и это не будет концом военной операции России. Даже подписав бумаги, то бишь с Украиной, и приняв поражение Украины, оставшаяся часть радикалов после группировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновляемая западными врагами России. И тогда настанет время окончательно раздавить гадину, то бишь Украину, сообщает нам второй человек в российской иерархии, зам председателя Совета Безопасности, заместитель Путина Дмитрий Медведев. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба квазигосударства. Это он про Украину, чтобы вы не сомневались. Уничтожить остатки его кровавого наследия, вернуть оставшиеся земли в лоно русской земли. Вот так. То есть заместитель Путина прямым текстом пишет, что любая бумага, подписанная с Россией, не стоит ничего. Цель России – уничтожить Украину окончательно. Простое действие. Вот это. Перевод. Можно через искусственный интеллект, чат GPT перевести этот текст. И товарищу Байдену на стол, товарищам евросоюзовским на стол, папам римским и так далее. И если после этого еще какой-нибудь Фица или, не дай бог, Орбан предложат провести мирные переговоры, вот ответ из России уже готов. Они собираются, если и подписывать, только фейковые бумаги. Это прямо говорит российское руководство. О чем мы вообще разговариваем? С кем? Зачем? Какие могут быть формулы мира с участием России после этого? С участием не может быть. Дальше. Когда тут кто-то сомневался, когда я в некоторых интервью Олене Курбановой сказал, что после того, как Россия, если мы позволим России захватить Украину, то они заставят украинцев воевать против цивилизованной Европы. Просто отправят украинцев на бой против поляков, латышей, литовцев, убивать французов и немцев. Ну вот, Медведев это прямо говорит. Враги России никуда после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества. То есть это уже Украины же нет в его карте реальности. Он говорит о том, что дальше они будут воевать против Европы и Америки. Прямой текст. Второго по величине человека в России. Ну, по величине. Вы поняли. Вот так. Так что до свидания, наш ласковый планчик. Не надо нам больше привозить мирных планов. Мы их уже по телевизору видали. Но второй текст, как я говорил, гораздо более трагичен. Он, правда, по-украински, иногда буду что-то переводить. Внаслідок атаки на Киев загинули лікарі и пациенты клиники Адонис. Що про них ведомо? То есть, кроме больницы, про которую весь мир показал, больница Ахмаддет, даже картинка была уж больно мощная, да, как разрушена эта клиника. Еще погибли во второй клинике, которую обстреляли россияне, в клинике Адонис, погибли врачи и пациенты. Внаследок ракетной атаки россиян на Киев 8 липня постраждала приватна клиника мережи Адонис, то есть частная медицинская клиника Адонис.
Через влучание уламков ракеты загинуло 7 людей. То есть от обломков ракети погибло 7 чоловік. 2 пацієнток і 5 працівників закладу. Ще одна працівниця перебуває в лікарні у важкому стані. Співробітниця відділу маркетингу мережі Адоніс Ірина Сіло розповідала, що одній з пацієнток було 29 років. 29 років було одної з пацієнток. Серед загиблих працівників клініки старша касірка Вікторія Бондаренко. У жінки залишилося 2 дітей. Її син і чоловік перебувають у зоні бойових дій. За словами колег, вона завжди була усміхненою, позитивною та доброю жінкою. Також загинула старша медсестра Тетяна Шарова. Жінка разом із сином у 2014 році переїхала до Києва з Донецька. Відомо, що він був у полоні, нещодавно одружився. Тетяна була не лише професіоналом своєї справи, але й добрим другом. Її співчуття і підтримка були незамінними для кожного з нас, зазначили в клініці Адоніс. Жертвой атаки также стала сестра-хозяйка Оксана Корж. У нее 2 детей. Младший сын в этом году закончил школу, а старшая дочка только что родила двойню. Но теперь двойня без бабушки, потому что ее убили россияне, бабушку. Персонал вспоминает ее как прекрасную, заботливую, добрую женщину. Доктор УЗИ-диагностики Виктор Брагуц, да, умер. Без отца остались убит. Без отца остались 2 дочки. Он был душой нашего филиала, позитивным, постоянно шутил и подбадривал персонал, рассказывают про него. Подтвердили гибель также врача-акушерки-гинекологини. Вы поняли, да, это роддом, частный роддом. Врача-акушерки-гинекологини Светланы Поплавской. Светлана родом с Тернопольщины, закончила Харьковский национальный медицинский университет, работала гинекологом. Да. Что еще? Про Светлану я вам рассказал. Да. Кроме того, как последствие удара погибла 30-летняя врач из Львова Светлана Лукьянчик. Вот такой был удар по роддому нанесен россиянами. Меня, помните, призывали, чтобы я призвал людей в Нью-Йорке выйти на протесты против здания ООН и обклеить его плакатами. Я сказал, что с дивана в Киеве нельзя организовать акцию протеста в Нью-Йорке, поэтому я не смогу этим заняться, но поддержу любого, кто это сделает там, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке нет, но вот в Вашингтоне сегодня на здание российского посольства лазером сделали надпись, там черная крыша сверху, да, и огромная надпись, над ней Child Killers, то есть убийцы детей. Российский флаг реет над посольством Вашингтона и надпись детей, чтобы весь мир знал, кто именно находится в этом доме. Еще один мальчик вчера умер из тех, кто находился в реанимации во время российской атаки на большую вот эту больницу Ахмаддет. Это первая, кстати, детская жертва. До этого было известно о том, что погибли врачи, и вот один из детей тоже погиб, скончался после атаки. Вот так вот. Стало известно еще, что врач-нефролог из Львова, которая там находилась, она в больнице, она погибла, не пошла в убежище, потому что осталось прикрывать детей, которые на диализе, которых невозможно было увезти в подвал, в убежище. Она осталась и погибла там, на своем посту. Ну и сообщают, что в результате руководства клиники Ахмаддет Владимир Жовнер сказал, что полностью разрушен 1 корпус, еще 6 повреждены. Сейчас работают эксперты для оценки имеющихся потерь. Полностью разрушен блок, где проводился гемодиализ. Еще 6 зданий, различные повреждения. В аварийном состоянии старый хирургический корпус. Сейчас продолжается восстановление инфраструктуры. Возобновили поставки электроэнергии, медицинские газы, кислород и сжатый воздух. Сделали водоснабжение. Закрыли древесно-строчными плитами и пленкой почти все окна больницы. Фух. Теперь переносимся уже в Вашингтон. Переносимся в Вашингтон. Там, как я вчера сказал, раздают котлеты по-натовски. В ответ на вот этот циничный ужин, организованный в ООН россиянами, которые подали котлеты по-киевски, как знак убийства киевлян на этом праздничном ужине. Я, кстати, меня спрашивали, знаю ли я список тех, кто пришел и кто не пришел. Ну, имеется в виду представители стран. Нет, мне такого списка неизвестно. Это надо у работников ООН спрашивать. Вот я вчера сказал, что ответом будут котлеты по-натовски. Котлета, кто не помнит, это
кто не прошел через 90-е, да, и не помнит, это пачка купюр, как правило, там 100 купюр по $100, например, 10 тысяч баксов, котлету. Дай мне 2 котлеты. Вот. И котлеты стали раздавать сегодня, действительно. Италия выделит Украине в этом году, в 2024, 1,7 миллиарда военной помощи. Это больше, чем в прошлом. На сколько? На 400 миллионов евро. Больше, чем в прошлом году. Вот, это когда там говорили, плакали, что, дескать, правительство Италии что-то передумало, правительство Италии решило нам меньше помогать. Нет, правительство Италии решило помогать Украине больше, чем раньше. Видимо, подействовало в том числе вот эти убийства россиянами наших мирных людей в Киеве. Дальше, что еще? Трюдо, Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, анонсировал новый пакет военной помощи Украине от Канады. 500 миллионов канадских долларов. $500 миллиарда. Большие деньги для этой относительно небольшой, кстати говоря, страны. Значит, отметил, что его страна готова оказать также необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской клинике Ахмат-Дет. Он встретился с Зеленским и об этом лично ему сказал. Норвегия. Но она решила не в виде котлеты по-натовски выделить, а в виде прямо самолетов. Передаст Украине 6 самолетов F-16 уже в этом году. Премьер-министр Йонас Гар Стёре отметил, что способность Украины обороняться от врагов с воздуха играет крайне важную роль в борьбе против российской агрессии. Норвегия решила передать Украине 6 истребителей F-16. Начинаем поставки в течение 2024 года. В сочетании с норвежскими системами ПВО это будет весомым вкладом в оборону Украины от ударов с воздуха. Норвегия, кстати, участвовала в подготовке украинских пилотов в Дании с осени 2023 года и продолжит проводить обучение этих самых пилотов. Значит, дальше. Но, что интересно, первые истребители F-16 уже прямо сейчас пришли к нам, они уже прилетели. Об этом сообщили многие на саммите НАТО, что вот те самые датские истребители и голландские, то есть это первые, грубо говоря, 40 самолетов, они уже здесь. Нидерланды 24 самолета, Дания, по-моему, 16, точнее не ошибаюсь. Всем этим занимается большая коалиция техническим обслуживанием этих самолетов из Бельгии, Канады, Дании, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Португалии, Швеции, Великобритании и Норвегии. Кроме того, что, значит, да, самолеты уже прям все, уже не потом, а уже прилетели. Об этом, кстати, Столтенберг тоже заявил. Швеция при этом сказала, что готова передать Украине свои самолеты Гриппен. Это еще одна разновидность самолетов чисто шведского производства. Насколько я знаю, они в частности полезны, чтобы запускать Таурусы. Ну, правда, Таурусы нам так и не дали, что-то так и не расчехлился товарищ Шольц на Таурусы. Но вот Швеция сказала, что готова передать нам Гриппены. Однако министр иностранных дел Тобиас Бильстрем сказал, что мы приостановили поставку этих самолетов из-за того, что украинская страна не готова физически их обслуживать и принимать, из-за того, что на F-16 надо обучить наших пилотов, надо обучить техников, а одновременно обучить их еще на другой класс, на Гриппены, это было бы слишком. Но это не означает, сказал Бильстрем, что Швеция не открыта для продолжения работы с истребителями Гриппенс, если и когда программа F-16 будет завершена. Это дело Украины, а не правительства Швеции выбирать, какие нужны самолеты F-16 или Гриппены. Значит, но мы, из-за того, что мы отказались, говорит, от поставки Гриппена, это, говорит, министр иностранных дел Швеции, мы решили поэтому поставить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения АСЦ-890. Помните, наверное, в одной из передач на канале Штельман за сегодня я рассказывал про эти самолеты. Если вы пропустили, то это только потому, что вы не были подписаны на канал Штельман, а подписаться очень просто. Присоединитесь, там уже 457 тысяч подписчиков. Сегодня будет 458 вашими молитвами, я думаю, и вашими подписками. Поставьте лайк этому видео тоже. Так вот, вместо Гриппенов они прислали нам два этих самолета АСЦ-890. И вот пояснил впервые то, что было и так мне понятно, шведский министр. Это будет означать, что мы даем что-то, что Украина может использовать в координации с истребителями F-16. Даст Украине возможность лучше проводить воздушные бои, наблюдение и управление воздушными боями. То есть два шведских самолета, видимо, по очереди в воздухе висят, проводят радиолокационную разведку, решают, куда бить F-16, когда F-16 прятаться и так далее.
Это аналоги аваксов, грубо говоря, в каком-то смысле. Авакс, кто не видел, это такая огромная с тарелкой на крыше махина. Кстати, рассказали, что у шведов даже там много изобретений таких интересных в этой штуке применено, которые делают его более современными в чем-то, чем даже авакс. Так, еще из котлет по-натовски. Страны коалиции дронов для Украины создали совместный фонд, там прямо на 45 миллионов долларов. Это Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция. Создали совместный фонд 45 миллионов долларов и ожидаются дополнительные взносы. Это коалиция по FPV-дронам. План коалиции поставить в Украину 1 миллион FPV-дронов. В целом же, это я как бы перечислил все котлеты по-натовски, но если брать, соединить это все в одну огромную мега-котлету, такую, в Биг Мак, что ли, Биг Мак по-натовски будет выглядеть так. Саммит НАТО согласовал план финансирования обороны Украины на 2025 год. Альянс принял решение, в котором, в частности, взял обязательства по сумме помощи в 2025 году. Мы подтверждаем решимость поддерживать Украину в развитии сил и способны победить российскую агрессию сегодня, сдержать ее в будущем. С этой целью мы намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года. Но я же сказал, в Днепре 36 на улице, а в Вашингтоне 40 миллиардов евро нам дают. Кроме того, Альянс, то бишь НАТО, взял на себя обязательства по долговременной помощи ВСУ, а не только поддержке в 2025 году. Цель – обеспечить устойчивый уровень безопасности, помощи Украине, принимая во внимание потребности Украины, национальные бюджетные процедуры и двусторонние соглашения по безопасности, которые члены Альянса заключили с Украиной. То есть, о чем речь? Что, смотрите, мы-то НАТО, как бы, у нас своих денег нет, но читаем эти двусторонние соглашения, там Британия по двустороннему соглашению нам дает, по-моему, 3 миллиарда фунтов. Франция 3 миллиарда евро, Германия 7,1 миллиард евро. Вот все это складываем, так складывается общий пакет помощи. Дальше интересно, что они в рамках этого же решения, страны НАТО в Вашингтоне решили пересмотреть взносы членов Альянса на эту помощь на следующем саммите следующего года, который пройдет где, угадайте? В Гааге. По-моему, это символично, что следующий саммит пройдет в Гааге. Я думаю, туда уже должны быть приглашены не только украинская делегация, но и, возможно, наконец, делегация России. Да? В составе находящихся в розыске Путина, этого Шойгу, Герасимова, Соколова, командующего Черноморским флотом, Конебрюхова, который командует дальней авиацией, и примкнувшей к ней Марии Львовой-Беловой, ну этих мы одну засчитаем за двух, которая воровала детей. Я думаю, что их в Гаагу, как единую делегацию, можно позвать. Причем рассказать так, а вы еще там пригласите, кого хотите, там, позовите еще Лаврова, там, кто у вас еще есть, Мишустина, этого, не Махнарылова, а как его зовут, не Синебрюхова, а не Белокурова, Белоусова позовите, тоже новый министр обороны. И всех в Гаагу в качестве делегации. Мы уверены, что вас там будут хорошо кормить, причем долго, не только во время саммита. Вы сможете посетить саммит, он 3 дня, и еще потом 33 года оставаться, пожалуйста, гости дорогие, приезжайте на саммит в Гаагу, и уже вам не будет смысла оттуда уезжать. Ну а теперь политическая главная новость с этого самого саммита в Гааге. Политическая главная на сегодняшний момент. Принято решение, что полноценное членство Украины в НАТО стало необратимым. Итак, лидеры государств-членов НАТО. Нас пока не приняли, приглашение прислали, но тем не менее. Единогласно поддержали то, что новую риторику Альянса относительно будущего вступления Украины в НАТО. В решении саммита отдельный блок посвящен политическим отношениям с Украиной. При этом решение является более амбициозным, чем Вильнюсская декларация. Ключевое отличие – детализированное утверждение о том, что полноценное членство Украины в НАТО не имеет альтернатив. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, говорится в документе. Будущее Украины в НАТО поддержит решение. При этом такие решения принимаются только единогласно. То есть это означает, что все 32 страны, включая Венгрию с ее мирными планами, включая Словакию с ее порезанным премьер-министром, включая Болгарию с ее ударенным по голове президентом, все поддержали решение, что будущее Украины в НАТО.
Ну, там дальше пошла речь о том, что будет термин «мост к членству». Ну, вот мост к членству – это туда, к Медведеву, в тексты. Что означает этот мост к членству? Да черт его знает, что это означает. Альянс приветствует прогресс, которого Украина достигла после Вильнюсского саммита. Ну, все хорошо. Демократические реформы и реформы сектора безопасности, которые Министерство иностранных дел стран НАТО будут продолжать оценивать с помощью адаптированной годовой национальной программы. В общем, захотите, поройтесь в бумажуле, но я там больше ничего содержательного не нашел. Но вот Анджей Дуда, президент Польши, считает, что у него особое мнение. Он говорит, это мало. Это, говорит, мало, то, что мы написали. Я считаю, что мы должны предоставить Украине полноценное приглашение на членство в НАТО. И сделать, говорит, мы это должны на следующем саммите. Скорее всего, Дуда ничего плохого не имел в виду, а я имею плохое в виду. Ну что раз на следующем саммите, а он в Гааге, если там нам будут давать приглашение, вот это будет символично, да? Мы в ЗАГС, а Хоботов в монастырь, как говорится, да? Мы в ЗАГС, в смысле, мы заключать альянс с НАТО, а Хоботов, ну, в данном случае, сами понимаете, кто, в тюрьму, на Гаагу подъедет как раз. Россияне недовольны, очень недовольны, в Москве плачет Песков, сразу скажу, в Москве плачет Песков. Мы видим решения, принятые в НАТО по созданию, по созданию, нет, секунду. По созданию отдельных логистических хабов при черноморских городах, открытие дополнительных точек в Европе, и мы видим, что фактическая военная инфраструктура НАТО постоянно поступательно движется в сторону наших границ, сказал Песков, комментируя саммит НАТО. Нет, ну это так, конечно, как он думал. Чтобы взять Москву, придется продвигаться в сторону Москвы. Нет, конечно, земля круглая, можно через Владивосток заходить, но это как гланды через, сами понимаете, что вырезать. Итак, Песков назвал декларацию саммита НАТО угрозой серьезной для безопасности России. Это потребует ответных мер для сдерживания альянса. Решение НАТО, что Украина обязательно станет со временем членом этого альянса, показывает, говорит Песков, что альянс преследует одну из главных своих целей – подавление России, нанесение России стратегического поражения. Это он только сейчас догадался? А до этого НАТО зачем, по-вашему, товарищ Песков, поставлял нам вооружение, деньги? Чтобы мы проиграли войну? Нет, чтобы нанести стратегическое поражение России. Да! Пресс-секретарь очевидность. О, так мы его и назовем. Пресс-секретарь очевидность. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это все потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания НАТО. Мы ведем дискуссию по поводу внесения изменений в российскую ядерную доктрину. Ну да, пресс-секретарь очевидность. Ну, конечно, это несет угрозу безопасности. А чему это еще может нести угрозу, как не безопасности Российской Федерации? Так мы этого и хотели, мы этого и добивались. Принести угрозу безопасности Российской Федерации. В этом и состоял наш коварный натовский план. Вот. Ну, а бабка вспомнила, как девкой была. Ну, точнее, как НАТО вспомнила, как можно было раньше Украину, в общем-то, взять и принять к себе. Болтон, есть такой человек, он, по-моему, бывший советник Трампа по национальной безопасности. Джон Болтон дал интервью Die Welt, и вот что он сказал, что если бы Украину приняли в НАТО раньше, то не было бы ни начала войны в 2014 году, ни в 2022 году. И ведь, говорит, Буш призывал ускорить принятие Киева в НАТО, но не нашел поддержки, говорит. Говорит это бывший советник Трампа, не Байдена, Дональда нашего Трампа, Джон Болтон. Я думаю, что самое главное помнить, говорит, об исторической ошибке, допущенной, когда Джордж Буш-младший предложил ускорить вступление Украины и Грузии в НАТО в 2008 году, а ключевые союзники, такие как Германия и Франция, выступили против этого. Я думаю, если бы Украину приняли в НАТО, мы бы не пережили вторжение 2014 года, мы бы не увидели вторжение 2022. И вот теперь посмотрите. Макрон позавчера, я вас не стал тогда расстраивать, подумал, потом скажу. Позавчера Макрон рассказал, что две страны стоят на пути Украины в НАТО, что это США и Германия не хотят брать Украину в НАТО. А теперь Болтон рассказывает, что тогда, в 2008 США хотела, но Франция и Германия не хотели. А нельзя как-то там, вот в этом треугольнике любовном, свести концы с концами, в хорошем смысле этого слова, и как-то на троих там договориться, что нас все-таки берут уже в НАТО, наконец. Ну, главное же помнить об исторической ошибке, говорит Болтон. А что значит помнить? Не повторять. Ну, раз Болтон один раз был этим самым советником по безопасности президента США Дональда Трампа, наверное, и второй же раз станет, правильно? А что ему?
советником по безопасности президента США. Не, я понимаю, что он, может, лично не станет. Но он может, наверное, дать такой совет Трампу. Да, говорит, мы бы не увидели вторжения, чему, говорит, доказательством является вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Они поняли, что безопасность может быть только в границах блока. Да. Ну, надеюсь, что в этот раз ошибки не будут повторены в отношении нас. Нас все-таки возьмут. Мы же имеем право уже. Право. Кстати, про право, которое мы имеем. Да. Право наше, украинское, на самозащиту включает возможность ударов вглубь по территории России. Об этом заявил генсек НАТО Столтенберг. Украина должна, говорит, иметь право наносить удары по территории России, поскольку это предусмотрено правом на самозащиту. Он заявил об этом на пресс-конференции после заседания Евроатлантического совета. Это, говорит, захватническая война. Россия атаковала своего соседа, нарушила международное право. А значит, согласно международному праву, Украина имеет право на самозащиту. Мы помогаем Украине реализовать свое право на самозащиту, поставляя оружие и технику, в том числе дальнобойные ракеты «Атакамс». И он поприветствовал решение США уменьшить ограничения на применение дальнобойных ракет по территории России. И тут стало интересно, что же это он такое поприветствовал за уменьшить ограничения. То есть нам, это он все еще те, Столтенберг человек не самый быстрый, это он все еще те приветствует снятие ограничений, которые в мае сняли, и когда мы атаку на Харьков благодаря этому отбили. Или это уже новые ограничения, раз он про атакамсы упомянул, и это намек на то, что атакамсами теперь тоже можно. Вот тут я однозначно вам сказать не могу. Но США подтвердили и сделал это Кристофер Смит, помощник госсекретаря. Он сказал, что да, сейчас США ведут переговоры с Украиной о возможном разрешении использовать американское оружие вглубь территории России еще дальше. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине противостоять угрозам в воздухе или ударить по ним там, где они возникают. То бишь намек на то, что мы разрешим Украине бить по аэродромам на территории России. А для этого нам нужно право бить атакамсами, потому что они кассетные, разлетаются и выносят российскую летающую технику. В определенном смысле это соответствует нашей политике, Кристофер Смит сказал. Хотелось бы узнать, в каком смысле это соответствует. США тщательно и тесно сотрудничают с украинскими коллегами, чтобы адаптировать и настроить помощь в сфере безопасности, ну и так далее, и так далее. Эти дискуссии продолжаются. Не хочу телеграфировать любые наши удары россиянам, но мы тщательно работаем с Украиной над этим критическим вопросом. То есть, товарищ мистер Смит, мистер и миссис Смит, он, видимо, из матрицы сбежал, этот агент Смит, и сообщил, по сути, что да, мы, видимо, с минуты на минуту разрешим вам бить атакамсами по аэродрому. Как мы об этом узнаем? Ну, вряд ли из выступления Байдена, потому что из выступления Байдена в последнее время трудно что-то узнать. Ну, понять трудно. Поэтому мы узнаем, когда загрохочет канонада над российскими аэродромами. Я думаю, так, как-то так. Вот, значит, еще один страшный ответ из России пришел, и этот страшный ответ из России, он нам как бы многое рассказал о том, что вообще происходит. Значит, Россия заявила, кто это заявил? Зам главы МИДа, зам Насти Рыбки-Лаврова Сергей Рябков Курочкин, видимо. Он заявил, что Россия ответит на размещение американского дальнобойного оружия в Германии в военном ключе. Потому что, говорит он, американцы пообещали, что в 2026 году развернут на территории Германии ракеты СМ-6 и Томагавк, а также гиперзвуковое оружие, по которое пока разрабатывается. И россияне вот на это как-нибудь, они еще не придумали как, ответят. А у меня для вас хорошие новости. Я сколько раз взывал к Томагавкам. Не к тем, которые у индейцев, а вот к этим ракетам. Я помните, говорил, когда нам дадут томагавки, вот тогда мы уже по-настоящему объясним россиянам ху из хуна в этом мире. И если томагавки размещают в Германии, это как по Чехову, понимаете? Если новый вид вооружения размещается в Германии в первом акте, во втором он окажется у Украины на линии фронта, и можно им будет бить по территории России. Это в третьем акте. То есть в первом акте это размещается в Германии как Патриот, во втором этот Патриот оказывается почему-то в Украине, в третьем нам разрешают Патриотам избивать самолеты над территорией Рашки. Вот так же и сейчас, посмотрите. В первом акте томагавки размещаются в Германии, во втором они окажутся в Украине, в третьем мы будем бить по
Ну, по Владивостоку не знаю, достанем ли, а уж по Чебоксарам точно будет бить, потому что томагавк — это многоцелевые высокоточные дозвуковые крылатые ракеты. Кстати, да, их сравнивают с цирконом. Вы то, что помните, русские испытали циркон, наконец-то сказали: вау, супероружие. Томагавки — это ракеты 80-х с такими же характеристиками. 1980-х, не 2080-х. Совершает полет на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Находится на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США. Использовалась во всех значительных военных конфликтах с участием США с момента принятия на вооружение в 1983 году. Интересно, что ориентировочная стоимость ракеты в 2014 году составляла $1,45 миллиона. А у россиян почему-то, какую ракету не посмотришь, там 3 минимум, а уж так-то 7-10 миллионов стоит ракета. А у американцев 1 миллион 450 миллионов. 1 миллион 450 тысяч. Ну, видимо, рабочая сила в Америке дешевая. Ну, действительно, там же зарплат больших нет. Аренда дешевая по сравнению с Кызылордой или какие у них там в России города, с Ханты-Мансийском. Томагавк является функциональным средством решения широкого спектра боевых задач. Значит, вместо штатной боевой части, ядерной или конвенциональной, ракета может выполнять функцию носителя кассетных боеприпасов для поражения рассредоточенных целей, например, самолетов на аэродроме. Вау, что и требовалось доказать. Надеюсь, что все это будет сделано быстро с этими томагавками и нам поможет. Кстати, когда некоторые говорят, что томагавк — это, мол, морская ракета, нет, уже есть ее наземная, вполне себе наземная, это самое, как она называется, версия, наземная версия. С таких установок а-ля Хаймарс наземных можно стрелять томагавками, так что нам дадут эти установки. Просто потом. Вы меня вспомните, когда нам дадут томагавки. Да. А пока НАТО, это мы еще не закончим, мы еще с саммитом НАТО сейчас. Все, последняя новость саммита НАТО. На саммите НАТО Китай объявили ключевым спонсором военных усилий в войне против Украины. Об этом говорится в Вашингтонской декларации по итогам саммита, да, которая была вчера принята. НАТО призывает Китай прекратить материальную и политическую поддержку российской военной машины. Это уже заявление НАТО, не какого-то человека. Нет, они не оружие поставляют, но ключевой спонсор. То есть они покупают нефть, они продают туда железяки всякие, из которых россияне делают оружие. И китайцы призвали ничего россиян не покупать. Ну а на войне, как на войне, 1110 россиян, еще прибавилось, всего их стало 555 тысяч. Это те, кто убиты или ранены на фронте. 2 танка, что-то второй день подряд 2 танка, какая-то закономерность пошла. Парами ходят, танкера парами ходят. 17 БМП, 59 артиллерийских орудий. Это то, что уничтожено за вчера. Все дроны сбиты, которые ночью к нам летели, но их там, по-моему, 6 штук летело, если не ошибаюсь. Все сбиты. А мы, в свою очередь, провели атаку дронами, последствия которой мне пока неизвестны точно. Хотя то, что горит в Химках горит что-то большое, большой пожар на крыше. Может быть, это наши, может нет, врать не буду, не знаю. Но что приятно, что теперь можно заходить, вот я захожу на один из наших сайтов, он на многих есть, смотрю нашу сводку Генштаба. Это каждый день, ты зашел, посмотрел, уже как бы традиция. Но захожу на российский сайт rbk.ru, и теперь у них тоже традиция. За ночь удары беспилотниками по территории России там перечислены. Прям конкретно за эту ночь поражены. И карта у них каждый раз. Давайте пройдемся по карте. Когда-то говорили 2 главных соведущих вечернего шоу, помните, в YouTube. Так вот, давайте пройдемся по карте, скажу я российскому сайту пропагандистскому РБК. Какие же регионы были поражены за сегодня? За сегодня были поражены Белгородская область, Брянская область, Тамбовская область, Тульская область, Московская область и город не наш герой Москва. Там, как сказал, кстати, Собянин, его тоже в Гаагу надо в список пригласить, приглашенных добавить, был наш дрон сбит. Ну, может быть, это он как раз в этом самом, в Химках и догорает вместе со складом российским. Приятно просто каждый раз эту карту видеть. Пока результатов нет, а уже понимаешь, где проведена большая работа. Из забавных новостей, то есть вроде как с войны, но забавных. СБУ задержала судно Ускамфу, где мы задержали его в Рене, в порту Рене на Дунае. Судно плавало под флагом Камеруна. При этом капитан судна гражданин Азербайджана и в его составе 12 иностранцев.
выяснилось, что судно дважды заходило в порт Севастополя с выключенным GPS-трекером осенью 23-го, извините, и в мае 24 года. После второго визита оно проследовало в Стамбул, а потом зашло в молдавский порт. И вот, когда оно зашло в Рейне, его тут же арестовали наши пограничники, потому что оно совершило незаконный заход на наши оккупированные территории, оккупированные русскими город Севастополь. Вот так поймали камерунцев. Ну, камерунцы, конечно, так себе мореплаватели во все века были. Никогда я не слышал о великих победах камерунцев при Трафальгаре, на Цусиме или других морских побоищах. И вот сейчас, видите, в битве при Рейне камерунцы проиграли нашим тоже. Так что камерунское судно попалось в наши сети. От войны, о которой сегодня, как видите, мало, еще немножко попытка о мире поговорить. Ну, хотя после, конечно, того, что я зачитал вам в начале заявление о мире со стороны Медведя, что-то рассуждать о мире как-то и не сильно-то хочется, но раз наши руководство и руководители говорят, надо это сообщить вам. Значит, Bloomberg сообщает: Ukraine seeks new summit with Russia ahead of US elections. То есть Украина пытается провести новый саммит с Россией до того, как в Америке пройдут выборы. По мнению Блумберга, значит, встреча в Швейцарии, то бишь наш саммит мира в Швейцарии, не смог привлечь ключевых игроков глобального юга, а новое президентство Трампа может поставить Украину в невыгодное положение. Поэтому именно пытается Украина провести повторный саммит сейчас, в этом году, до выборов в США. Попытки организовать встречу накануне выборов в США указывают на ощущение неотложности со стороны Украины. Блумберг напоминает, что предполагаемый кандидат в президент США хвастался, что закончит войну еще до своей инаугурации. Несколько чиновников из западных стран-союзников заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована, с четко определенной целью и управляемыми ожиданиями. И некоторые неназванные американские чиновники сообщили Блумбергу, что не уверены, что саммит с Россией и Украиной состоится. Вот я, честно говоря, тоже не уверен вообще. Вот вам мой прогноз. Жесткий, но какой есть. Не будет саммита мира второго до конца года. Это мой прогноз от Шетельмана. Хотите узнать, сбылся ли он, подпишитесь на канал Шетельман. И когда он сбудется, я скажу: сбылся 31 декабря. В этом не будет никакой радости, просто это будет факт. Поэтому подпишитесь на канал Шетельман и поставьте лайк. Впрочем, Россия уже поставила дизлайк этой статье в Блумберге. Россия уже заявила, что ни на какие саммиты не поедет, участвовать в этом всем не будет. Значит, Россия не собирается участвовать в мероприятиях, подобных украинским саммитам мира, заявил Михаил Галузин, еще один заместитель этого Лаврова. Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных саммитах участвовать не собираемся. В содержании мероприятия все предельно ясно, да, я согласен, это антироссийский шабаш будет. Там будет звучать прежняя риторика в тщательном расчете на проталкивание абсолютно тупиковые ультимативные формулы президента Зеленского и будет проигнорированы и другие инициативы по регулированию. А тут, кстати, товарищ вот этот Михаил Галузин, этот зам главы МИДа, вам можно и партбилет на стол. Вы почему Зеленского президентом называете? Ваш президент считает, что он не президент Зеленский, а ваш зам Путина считает, что он скоморох и что-то еще. А вы его называете, вы там разберитесь между собой, кто у нас президент, а то потом нам не забудьте сообщить. Ну и последним сейчас, значит, знаете, не последняя новость, но последним безнадежно так мечется по миру в поисках мира этот толстый мальчик Виктор Орбан, которым никто не хочет играть ни во что. И сегодня Виктор Орбан пошел встречаться к Дональду Трампу, сегодня, 11 июля. Поехал в поместье во Флориду, в Мар-а-Ларго, конкретно к Трампу. То есть это надо было специально подорваться. В какую-то Флориду, которая находится, чтобы вы понимали, на самом краю земного диска. Специально поперся Орбан, чтобы встретиться с Трампом, который не президент, никто, пока просто пенсионер, неплохо играющий в гольф. Неплохо. Но Орбан пытается хоть как-нибудь, хоть тушкой, хоть чучелом. Потому что сейчас за него взялись плотненько европейцы, собираются поставить на вид, поставить в угол, видимо, коленями на сушеный горох Виктора Орбана за его провинности. Ну и последнее, вот точно последнее на сегодня, пока вы ставите лайки, пока вы подписываетесь. Вот тут я уже наконец-то от клоунов, начал с клоунов, закончу Клуни. Джош Клуни, известный также как 11 друзей Оушена,
решил создать коалицию 11 друзей Байдена. И Джордж Клуни, тот самый охотник на Познера, помните, охотник на русских журналистов в Европе, на пропагандистов, объявил, что требует, вернее, призвал Байдена спасти демократию и выйти из президентской гонки. Так, значит, глава государства не в состоянии выиграть битву со временем, говорит Клуни, а демократы не выиграют выборы с таким президентом, заявил Джордж Клуни. Клуни, все это сделано он в колонке для Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс просто бомбит большими именами, видите? Задействовано уже 12 друзей Оушена. Называется статья Джорджа Клуни «Я люблю Джо Байдена, но нам нужен новый кандидат». Все мы любим Джо Байдена, и все мы любим Америку, все мы любим НАТО. НАТО, мы хотим тебя, мы хотим войти в тебя как можно быстрее. Спасибо, НАТО, что было с нами. Все, всем пока, вы смотрели «Шлеман за сегодня».